После 6 вариантов с лавандой я сделала медузу, и на нее вы тоже попросили еще один вариант. Напоминаю, что первая моя медуза вот такая большая, ночник-светильник, вторую решила сделать совсем маленькой. На нее мне понадобится 10 таких пушистых палочек. Вначале берем одну и на нее таким образом добавляем вторую. Фиксирую, закрутив несколько раз. Затем с помощью линейки отмеряю 4 сантиметра, загибаю и снова фиксирую, прокрутив несколько раз. И далее так продолжаю загибать и фиксировать, пока не закончится проволока. С одной такой палочки на 30 сантиметров у меня получилось 3 такие петли. Далее просто продолжаю так добавлять новую проволоку. Всего понадобится 6 штук, то есть из 6 пушистых палочек получится 18 таких петель. Затем беру еще одну проволоку и продеваю сверху через все эти петли. Затем проволоку распределяю так, чтобы продетые петли были посередине, затягиваю и перекручиваю между собой, чтобы зафиксировать. Оставшиеся длинные кончики вывожу внутрь, а кончики, что остались по сторонам, вот так вот продеваю и соединяю, чтобы получилась шапочка, которая, собственно, и будет нашей мини-медузой. Для этого полученную шапочку поправляю и придаю форму. Осталось сделать разные интересные щупальца. 2 у нас уже есть. Ножницами придаем кончикам более острую форму, а затем накручиваем, чтобы сделать такие спиральки. Можно взять ручку или карандаш. Немножко поправляю, чтобы придать более красивую форму, и готово. Далее сделаю еще один вариант таких щупалец, только уже буду наматывать не на ручку, а на тонкую проволоку. За счет разных спиралек будет смотреться красивее. Сделала еще 2 такие и далее приступаю еще к более интересным. Для этого также режу проволоку пополам, делаю более острый кончик. И далее, держав проволоку за этот кончик, с помощью зажигалки убираю ворсинки, чтобы осталась только проволока, ну или совсем такой тоненький слой. Затем получившуюся такую проволоку также закручиваю с помощью ручки и более тонкой проволоки. Всего я сделала 4 спирали с помощью зажигалки, 2 накрутила на ручку и 2 на тонкую проволоку. Теперь осталось их соединить и добавить к основе. Собираю все свои щупальца спиральки вместе, и затем можно взять не целую длинную проволоку, а половину, вот так сверху закрутить и зафиксировать и оставить такой кончик. Для надежности добавляю клей, кончик продеваю посередине сверху, вытягиваю и загибаю, чтобы сделать петлю. Я хочу сделать брелок, и чтобы все было максимально красиво, меняю вот эту некрасивую цепочку на красивую, которую сделала сама из бусин. Я взяла проволоку, набрала на нее пару блестящих бусин поменьше, затем 3 жемчужные, затем опять 2 маленькие серебристые. Тут уже можно по-всякому экспериментировать и сделать длиннее или короче. Затем я развернулась и кончик от проволоки опять продела через все бусины, сформировав такую петлю. Затем эту петлю присоединила к кольцу от брелка, а кончик с другой стороны продела в петлю от медузы. Также разворачиваюсь, продеваю проволоку через несколько бусин, вытягиваю и закручиваю, чтобы хорошенько зафиксировать. Оставшуюся лишнюю проволоку отрезаю. Добавляю медузе еще немного яркости с помощью теней. И вот такой результат. Мини-медуза брелок. По-моему, получилось очень симпатично. По традиции голосуем, какая медуза больше понравилась вам и нужен ли 3-й вариант.